Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам различных масштабных моделей, выходивших в европейских и российских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня я вам покажу очень интересный прототип, чего нельзя сказать о масштабной копии. И это лимузин ЗИС-101. Мне очень нравятся подобные автомобили, чем-то они мне напоминают американскую технику тех лет, и у меня в коллекции есть довольно хорошее собрание советских лимузинов. Если у вас будет интерес, я сделаю отдельное видео, где покажу все модели в одном видеоролике. И эту модель я покупал не так давно, просто по случаю, как дополнение в коллекцию. До этого у меня был автомобиль с кузовом типа Phaeton и другая модификация ЗИС-101А, а этой моделью в свое время я не обзавелся. И эта машина вышла в рамках проекта «Автолегенды СССР лучшее» под номером 18 и появилась в продаже в сентябре 2014 года. Рекомендованная стоимость на этот выпуск составила 299 рублей. Машины чуть подорожали, но все же на тот момент это была вполне адекватная цена за такой уровень проработки. И эта модель обычный перекрас регулярной серии «Автолегенды СССР» под номером 84, которая вышла в 2012 году. И интересно то, что в обычной серии эта машина появилась в классическом черном цвете, а в серии «Автолегенды СССР лучшее» ее зачем-то окрасили в непонятный синий цвет. И когда был анонс на эту масштабную копию, было заявлено, что это автомобиль фиолетового цвета. У меня проблемы с цветами, поэтому, возможно, она на самом деле фиолетовая, просто я неправильно ее воспринимаю. И также напишите в комментариях, что это за цвет автомобиля. И так как эта модель у меня приобреталась без журнала, мы быстро пролистаем буклетик от другой масштабной копии ЗИС-101А. Как раз в этом журнальчике есть фотографии и необходимого нам прототипа, и ЗИС-101А тоже есть в моей коллекции в зеленом цвете. Ближе к концу видеоролика я покажу эти модели, и мы сравним их с обычным вариантом, который герой нашего видеоролика. И как раз на лицевой стороне обложки фотография настоящего автомобиля в очень красивом нарядном белом цвете. И я думаю, если показать эту машину человеку далекому от советской техники, он воспримет ее как какой-нибудь Линкольн, Кадиллак, Паккард или, возможно, что-то другое. И как раз давайте быстро пролистаем странички журнала, и тут на первой странице есть фотография необходимого нам автомобиля, серийный автомобиль ЗИС-101. И скорее всего эта машина или в сером, или в бежевом варианте окраски, что-то светлое, но по черно-белым фотографиям я не умею определять цвета. Возможно, эти фото в сети попадались и уже отретушированы, но опять же не всегда те люди, которые окрашивают фотографии, знакомы с цветами тех лет. Другие фото товарищ с усами осматривает новинку на то время. И я думаю, если показать этому человеку масштабную копию от Де Агостини, первое, что он скажет, будет «расстрелять». Но в лучшем случае тех людей, которые разрабатывали эти модели, отправят в Сибирь, чтобы они научились изготавливать хорошие масштабные копии. Также есть фотография модернизированного автомобиля ЗИС-101А, другие события, которые происходили в стране на тот момент, кадры из кинофильма и дальние родственники. Это Buick 90 Limited и Chevrolet Master 85. И у меня вопрос, почему не изобразили Packard, ведь многие из нас знают, ЗИС проектировался именно с оглядкой на эту марку автомобилей. И также есть плакат, который можно повесить на стену, если вы большой поклонник автолегенды СССР. Другие ракурсы. Красивый автомобиль, он выглядит в неком роде современным и даже по сегодняшним меркам. Во всяком случае, эта машина не похожа на что-то другое. И другие варианты кузовов. И новинка на тот момент – Победа с кузовом типа кабриолет. Такая Победа тоже есть в моей коллекции. Вполне хорошая масштабная копия. И у нее еще нормальные колесики с отдельными колпаками. На последующих Победах пошли упрощения, и колесные диски были полностью в хроме. И давайте рассмотрим саму масштабную копию. Я уже подготовил блистер, распаковал его.
также с моделью поставляется вот такой элемент, который, скорее всего, предотвращает повреждения модели при неправильной транспортировке, потому что у этого автомобиля очень хрупкий пластиковый тонкий передний бампер. И как раз вы можете посмотреть на цвет этого автомобиля. С одной стороны, очень необычный, смотрится нарядно, но в советское время в такую окраску попросту не красили автомобили, тем более первых лиц государств. И как раз можно посмотреть на этот лимузин с других ракурсов. Модель очень легкая, у нее из металла только часть корпуса, крыша и крылья сделаны из пластика. И пластик по тону не сильно отличается от окрашенных металлических деталей. Несомненный плюс, например, на более дорогостоящих изделиях от Костромы так и не научились окрашивать пластиковые детали. И по сравнению с первым выпуском в черном цвете, у этой модели зачем-то полностью в хроме сделали облицовку радиатора. Она и так не была хорошей в плане проработки, почему-то отсутствуют небольшие решеточки, просто здесь как будто закрытые отверстия. И также можно было окрасить хотя бы в синий или в сиреневый цвет окантовку. А в таком виде машина напоминает больше какой-то американский Ford. Вполне хорошая светотехника, но вид портят черные точки. По-хорошему нужно срезать литники, делать подложку из фольги. Присутствует табличка с надписью ЗИС, хотя можно было сделать нормальные регистрационные знаки, как, например, на европейских журнальных сериях. Также на боках установлены запасные колеса в пластиковых кожухах. Вполне хорошие колесные диски, покрышки изготовлены по мотивам. И, кстати, наблюдается небольшое оплавление обода колеса. Скорее всего, нужно будет демонтировать покрышки на всякий случай, чтобы колесики не испортились. Очень просто изготовлена нижняя часть. Схематически изображена рама, задняя балка, передний мост, что-то похожее на карданный вал. И у этой модели отдельная выхлопная система. Можно демонтировать эту деталь, окрасить и поставить обратно, тогда у модели будет более презентабельный вид. Также днище крепится при помощи винтиков, и, по-моему, на модели из регулярной серии «Автолегенды СССР» были стандартные винтики под крестовую отвертку, а здесь почему-то сделали такое решение. И, кстати, если вы прислушаетесь, у модели что-то гремит внутри, но я посмотрел, вроде бы все детали на месте. И также можете в комментариях написать, что это за элемент. Я потом разберу модель и уже посмотрю, что это за деталь. И, кстати, будет интересно узнать, угадали ли вы, что это за отдельная деталь. Возможно, какой-то бонус от китайского сборщика. Если вы собираете советские лимузины, можете взять эту модель в коллекцию. Но, конечно, в нынешних реалиях больше 300 рублей это изделие не стоит. Если сравнить этот лимузин с другими, которые выходили в рамках этого проекта, то это вполне хорошая модель. Например, предыдущий ЗИС-101А, который выходил под номером 22. Эта модель не намного лучше, чем более поздний аналог. Единственное, у нее отличается облицовка радиатора. Другие элементы были различные в настоящих автомобилях, но на масштабных копиях идет унификация. Точно такая же плашка днища, точно такой же салон, точно такая же крыша и задние навесные детали. И покажу вам парадный фаэтон в голубом цвете. Немножко лучше сделали оформление решетки радиатора, во всяком случае ее окрасили в цвет автомобиля, но опять же вид портят непонятные заглушки вместо сеточки, как должно быть на настоящем автомобиле. И эти модели хорошо смотрятся рядом друг с другом. Конечно, если докупать более дорогостоящие аналоги, их лучше держать отдельно. А если взять всю журнальную серию, выделить ей отдельный уголок, то получится вполне нормальное собрание. Опять же, смотря с чем сравнивать. Если брать эти модели как отдельный элемент коллекционирования, то вполне неплохо. Если их сравнивать с более современными, хорошими, качественными изделиями, то, конечно, эти модели оставляют желать лучшего. И последний лимузин ЗИС-110, тоже из журнальной серии. На эту
эту модель я установил хариковские покрышки с вайтволами, и они значительно преображают вид масштабной копии. И пишите ваши комментарии, если у вас похожий ЗИС-101, покупали ли вы эту модель из серии «Автолегенды СССР» или «Автолегенды СССР лучше». Что вы думаете о качестве китайских промышленных изделий? Стоят ли эти модели своих денег? Продолжаете ли вы собирать журнальную серию? Как раз недавно был анонс о выходе совершенно новой, в кавычках, серии, посвященной уже современной технике, и будет интересно понаблюдать, что туда можно включить. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.